В атмосфере, наполненной надеждой и тоской, неожиданное заявление прозвучало от Ви Ким Тэхёна, одного из главных участников великолепной группы BTS. Воссоединение, которое несколько дней назад взволновало мир фанатов, не только потому, что Чонгук и Ви снова вместе, но потому что эти слова – нечто гораздо большее, чем просто теплое приветствие или обычное дружеское признание. Слова несли эмоциональный груз, неожиданное признание, а также обещание, выходящее за рамки привычных границ. В условиях глобального внимания к BTS в преддверии полноценной групповой деятельности этот момент стал предметом спекуляций, восторга и некоторой тревоги. Инцидент начался, когда Ви и Чонгук вместе появились на редком для последнего времени публичном мероприятии, встреча, которая вызвала огромное волнение среди армий. Однако глубоко за улыбками и приветствиями, увиденными в социальных сетях, скрывался интимный диалог, который позже просочился в публичное пространство. Ви обратился к Чонгуку с, казалось бы, легким, но очень значимым вопросом. «Ты действительно готов вернуться со всеми нами?» – сказал он мягким, но твердым тоном. Он продолжил заявлением, которое никогда официально не звучало от участника BTS. «Я жду этого момента не просто как нашего возвращения, но как обещание быть лучшими, чем когда-либо». Для многих фанатов эти слова прозвучали как неожиданный гром, не только потому, что их истинное значение до сих пор открыто для толкования, но из-за контекста. Это воссоединение не просто рядовая встреча, это воссоединение после длительного периода в условиях требований военной службы, сольных проектов и мировых ожиданий. Как сказал Ви, то, что мы собираемся делать дальше, важнее того, что мы делали в прошлом. Эта фраза заставила многих армий затаить дыхание, потому что скрытые в ней смыслы довольно глубоки. В одном из сообщений СМИ упоминается, что когда они вдвоем тренировались в зале, их тренер даже заявил: «Мы не ожидали, что две звезды такого уровня будут стоять передо мной с одинаковым спокойствием и интенсивностью». Момент в зале может показаться обычным, но для армии он стал символом того, что пара тэгуков, фэндомное название Ви и Чонгука, вступает в новую фазу. Эти слова о «больше, чем просто добро пожаловать обратно» затем распространились в виде войс-оверов и расшифровок, которые, как утверждалось, просочились. Когда мы смотрим друг на друга сегодня, я понимаю, что изменился не только ты, мы все изменились. И не просто для того, чтобы вернуться на прежнее место, а чтобы прыгнуть в более отдаленную фазу. Это предложение вызвало спекуляции о том, что BTS не просто снова будут выступать как раньше, но представят что-то более масштабное, зрелое и смелое. Возникает несколько вопросов. Хочет ли Ви подчеркнуть, что грядет новая эра BTS? Было ли это послание адресовано конкретно Чонгуку как символ доверия и ответственности в группе? Или, что более глубоко, это сигнал о том, что сольные путешествия во время военного перерыва привели к чему-то, что позволяет Ви выйти на один уровень с Чонгуком и остальными участниками? До сих пор их агентство не дало никаких публичных разъяснений относительно формулировки или не заявило, что это было официальное заявление. Что делает это заявление еще более захватывающим, так это его своевременность. Воссоединение происходит через несколько дней после того, как все участники BTS начали завершать свою военную службу. Для армии это был долгожданный момент. Бедствие пандемии, перерыв группы и военные обязанности, которые задержали полноценную деятельность BTS, создали глубокую тоску. Когда они, наконец, собираются вместе, ожидается не просто совместное пребывание, а запуск новой части. Заявление Ви прозвучало как эмоциональный взрыв. «Я жду момента, когда мы сможем сказать: не мы вернулись, а мы это сделаем вместе». Формально в медиа-исследованиях фэндома и феномена кей-поп такое раскрытие часто называют перформативным брендингом, когда артисты производят не только музыку или выступления, но и эмоциональные нарративы, чтобы связаться с фанатами. Но этот инцидент ощущался более искренним из-за контекста. Ви говорил в частной обстановке, а не на большой сцене, и его слова вызвали настоящий резонанс среди фанатов, которые так долго ждали. Это призывает к анализу психологии фэндома, как эмоциональное признание от самых популярных артистов мира может вызвать новую лояльность, но также и напряжение ожиданий для армии. Реакция была немедленной и смешанной. Некоторые отреагировали с эйфорией. «Наконец-то он сказал то, что мы чувствовали», написал один комментатор в социальных сетях.
Другие были более осторожны. Не просто слова «мы хотим доказательств». Это любопытство побудило фанатское сообщество изучить каждую деталь фотографий и видео с воссоединения, взгляд Чонгука, когда говорил Ви, физические жесты двоих, продолжительность момента, даже положение, в котором они держали микрофоны, когда говорили вместе. Немало людей почувствовали, что Ви передал маслание не только Чонгуку, но и фанатам. Готовьтесь, грядет что-то большее. Что это значит для будущего BTS? Если мы примем, что готовится не просто возвращение 7 участников или возобновление групповой деятельности, но новый груз амбиций, то направление может быть очень широким. Беспрецедентное международное сотрудничество, сложный мультимедийный проект или необычная форма взаимодействия с фанатами. Ви, кажется, осознает, что их эволюцию нельзя измерить одними только чартами или стримами, а коллективным смыслом, который они несут. В интервью после увольнения с военной службы Чонгук упомянул, что этот момент был, когда мы перерисовываем свою собственную карту. Выражение Ви, казалось, развивало эту мысль, что карта перерисовывается вместе с Чонгуком и остальными участниками BTS. Но с другой стороны, это заявление также добавляет невидимое давление. Когда участник говорит так глубоко публично, хотя, возможно, через просачивающиеся кадры, фанаты будут ожидать реальных результатов. Смогут ли BTS представить что-то большее, чем когда-либо, как сказал Ви? И если нет, станет ли это заявление бременем для репутации? Во многих случаях кей-поп такие слова могут быть обоюдоострым мечом. Они дают большую надежду, но также вызывают сомнения, если реализация будет слишком запоздалой или неуместной. Так что для армии сегодня задача не только ждать, задача обращать внимание. Обращать внимание на публичные сигналы, видеть Ви и Чонгука вместе, изучать, как они взаимодействуют, и самое главное – измерять, соответствуют ли их действия словам Ви. Некоторые отраслевые наблюдатели предположили, что это может быть стратегический переходный этап для BTS. От доминирования в чартах к культурному доминированию, от поп-артистов к иконам разных поколений. Если это правда, то заявление Ви – это своего рода компас. Мы теперь не просто исполняем музыку, мы исполняем живой нарратив. Конечно, все это по-прежнему спекуляции. Их агентство HYB Corporation еще не дало официального названия тому, что Ви подразумевает под «дальнейшем». Не было выпущено официального графика, который бы прямо указывал на объявленные крупные проекты этого воссоединения. Однако тот факт, что это заявление распространяется и движет сообществом армий по всему миру, уже показывает, что его влияние выходит за рамки простого фандома. Оно становится культурным моментом. В конце этого раскрытия в воздухе повис вопрос. Когда Ви сказал, что они собираются прыгнуть в более отдаленную фазу, означало ли это, что BTS пройдет полную метаморфозу, нарушая традиционный формат кей-поп-группы и создавая новую модель, или это чисто эмоциональные моменты, за которыми последуют более простые действия, такие как обычные альбомы и туры? Время покажет. И армия уже готовится не только услышать слово, но и почувствовать перемены. Таким образом, шокирующее заявление Чонгуку на воссоединении несколько дней назад – это не просто новость развлекательной индустрии. Это электризующий сигнал, вызов и обещание. Армия со всей своей чувствительностью ждет следующего мгновения, потому что очевидно, что BTS не просто вернутся, но поднимутся так, что мы никогда не видели раньше. По мере того, как проходили секунды воссоединения, становилось ясно, что момент между Ви и Чонгуком был не просто мимолетной встречей. Некоторые обозреватели поп-культуры называют это эмоциональной конвергенцией, эмоциональной встречей, которая сочетает в себе тоску, признание и будущие устремления. В мире кей-поп, где публичные взаимодействия обычно жестко контролируются менеджментом, такие моменты становятся чрезвычайно редкими и ценными, поскольку они показывают гуманистическую сторону айдолов вдали от блеска сцены и внимания СМИ. Некоторые фанаты даже изучают язык тела двух участников. Интенсивный взгляд, улыбка, которая выражает чувство облегчения, а также легкие, но значимые жесты при взаимодействии – все это интерпретируется как эмоциональный код. На форумах армии один из участников написал: «Я чувствую, что Ви говорит не только с Чонгуком, но и с нами. Это как приглашение разделить их новое путешествие.
Эти слова укрепляют представление о том, что заявление Ви — это не просто личное послание, но коллективное послание, которое строит эмоциональную связь с фанатами. Больше всего внимания привлекло ядро сообщения Ви, которое содержало явное обещание, что они прыгнут в более отдаленную фазу. Это заявление намекает не только на предстоящий музыкальный проект или тур, но и на трансформацию идентичности BTS как группы в контексте истории группы. Это переломный момент после почти десятилетия глобального доминирования, прерванного перерывом из-за призыва. Ви, кажется, указывает, что грядет переосмысление. Это переосмысление может означать более амбициозные сольные проекты, кросс-жанровые коллаборации или мультимедийные эксперименты, сочетающие музыку, видео и цифровое взаимодействие с ARMY революционным образом. Эмоциональное влияние этого заявления также нельзя недооценивать. Многие ARMY чувствуют смесь волнения и тревоги. Волнение, потому что BTS вернутся с обновленной энергией. Тревога из-за высоких ожиданий, которые могут вызвать большое давление на участников. Этот феномен на самом деле отражает эмоциональный труд, который продолжает быть связан с кей-поп-айдолами. Помимо того, что им приходится выступать безупречно, они также несут эмоциональное бремя миллионов фанатов, которые возлагают надежды на каждый их шаг. Международные медиа не остались в стороне. Сообщения о воссоединении распространились по новостным порталам от People до Times of India, подчеркивая важность момента в глобальном контексте. Эти статьи подчеркивают, как анализируется каждое взаимодействие Ви и Чунгука, как их момент глаза в глаза используется как символ примирения и будущего сотрудничества. Фактически, некоторые журналисты поп-культуры говорят, что этот момент может стать тематическим исследованием для понимания того, как современные фандомы взаимодействуют со своими айдолами через символы и жесты, а не только через музыку и тексты. Кроме того, эмоциональное заявление Ви также привело к спекуляциям относительно музыкального направления и визуальной концепции BTS в будущем. Если посмотреть на модели развития группы за последние десятилетия, BTS всегда осмеливались экспериментировать. От хип-хопа и R&B дебютной эры до глобального попа и кросс-жанровых коллабораций следующей эры. Заявление о дальнейшей фазе может означать, что они готовятся исследовать новые неиспользованные территории как в музыкальном, так и в концептуальном плане, при этом сохраняя эмоциональное ядро, которое формировало их личность на протяжении многих лет. Реакция ARMY на социальных сетях также является важным индикатором. Хэштеги ТК Reunion, BTS New Era и V-Message внезапно стали трендами на различных платформах. Тысячи фанатов обсуждали каждое слово, каждую интонацию и каждый жест руки. Форумы и онлайн-сообщества полны углубленного анализа, теорий о скрытых значимостях, даже предсказаний о том, какие проекты будут объявлены дальше. Это показывает, что влияние этих заявлений не только эмоциональное, но и культурное. Оно создает общий нарратив между айдолами и фанатами, укрепляя симбиотические отношения, которые были главной силой BTS на протяжении многих лет. И не менее важно то, как этот момент повлиял на психологию самого Чунгука. Эксперты по психологии фандома подчеркивают, что эмоциональные признания от близких коллег, особенно те, которые были произнесены в приватной обстановке, но просочились в публичное пространство, могут повысить мотивацию, уверенность в себе и ментальную готовность. Другими словами, Ви не только предоставил публичное сообщение, но и личную поддержку, которая подтвердила позицию Чунгука в Джона Южной группы, одновременно подчеркнув доверие Ви к нему. Все эти вещи строят нарратив полный напряжения, а также надежды. ARMY поняла, что каждый шаг BTS вперед будет сопровождаться международным вниманием, высокими ожиданиями и творческим давлением. Заявление Ви становится своего рода эмоциональным компасом, которое подтверждает направление, одновременно напоминая фанатам, что их путь вперед – это не просто концерт, годовщина или новый альбом, а трансформация, которая имеет значительное влияние на глобальную поп-культуру. Я завершаю этот контекст. Важно отметить, что заявление Ви и момент воссоединения несколько дней назад стали не только заголовками развлекательных СМИ, но и материалом академического анализа взаимодействия между артистами и фэндомом. Исследования современного феномена кей-поп все больше признают, что эмоциональная и символическая коммуникация, будь то через речь, жесты или цифровой контент, играет такую же важную роль, как и сам музыкальный продукт.
В эту глобальную эпоху слово, взгляд или момент воссоединения могут создать волны эмоций, которые пересекают географические, лингвистические и культурные границы. Со всеми этими слоями возникает вопрос, который продолжает звучать в умах армии. Означает ли заявление V революционную новую эру для BTS? Является ли это началом творческой фазы, которая изменит стандарты мировой индустрии кей-поп? Или это просто эмоциональный момент, который укрепляет связь между участниками и фанатами, в то время как деятельность группы остается на знакомом пути? Каким бы ни был ответ, ясно одно. Заявление Ви против Чонгука было не только шокирующим, но и вызывало любопытство, приглашало к спекуляциям и затрагивало глубокую эмоциональную сторону. Арми, мир и международные наблюдатели поп-культуры теперь ждут следующего шага с замиранием сердца, поскольку BTS, похоже, собирается написать новую главу. Главу, которая более эмоциональна, более глубока и, возможно, более смела, чем когда-либо прежде. Через несколько дней после того, как шокирующее заявление Ви Чонгуку стало вирусным, армии по всему миру все еще охвачены эйфорией, смешанной с тревогой. Социальные сети продолжают наполняться микроанализом от их взглядов, небольших жестов при рукопожатии до пауз, интонаций в неформально записанных разговорах. Некоторые фанаты даже делали компиляционные видео, подчеркивая каждый момент зрительного контакта между Ви и Чонгуком, анализируя, есть ли скрытые сообщения, или просто показывая химию, которая стала легендой среди фэндома. Этот феномен показывает, как глубокое эмоциональное воздействие простого заявления может проникнуть в глобальное сообщество фанатеющих, одновременно закрепляя позицию BTS как не только музыкально успешной группы, но и социокультурного феномена. Сам момент воссоединения не лишен смыслом. Согласно сообщениям различных СМИ, включая The Times of India и People, воссоединение Ви и Чонгука произошло в контексте подготовки к камбэку группы после почти двухлетнего перерыва из-за того, что некоторые участники служили в армии. Этот контекст делает каждое слово и жест значимыми, потому что это касается не только личной дружбы, но и направлений карьеры и новой динамики группы. Некоторые сотрудники BTS описали момент как наполненный мягкой интенсивностью. Они подчеркнули, что Ви казалось очень осознанно присутствуя Чонгука рядом, говоря со смесью заботы и надежды. Заявление Ви, которое подразумевало, что они прыгнут в более отдаленную фазу, показало амбиции, которые выходили за рамки просто музыкального камбэка. Это может означать новые глобальные стратегии, кросс-жанровые коллаборации или даже инновации в том, как BTS взаимодействует с армией через диджитальные технологии и платформы. Реакция фанатов разделилась. Некоторые приветствовали это с эйфорией и поддержкой, публикуя эмоциональные комментарии, демонстрирующие облегчение и надежду. Фанаты, наконец-то они снова вместе, и я чувствую новую энергию, которую они принесут. В то время как другие более осторожны, понимая, что это эмоциональное заявление поднимает высокие ожидания, которые могут быть обоюдоострым мечом. Если действия BTS не совпадут со словами Ви, фанаты могут почувствовать разочарование. Этот феномен, хотя и является обычным явлением в мире кей-поп, остается уникальным, потому что включает двух участников, которые имеют очень сильную личную химию, и их слова стали символом укрепления связи группы. В академическом плане этот момент может быть проанализирован с точки зрения теории фэндома. Исследователи называют это парасоциальной близостью, состоянием, когда фанаты чувствуют персональную связь со своими айдолами через медиакоммуникацию и символические взаимодействия. Заявление Ви – прекрасный пример этой теории. Хотя только Чонгук услышал ее напрямую, миллионы армий почувствовали себя вовлеченными и ощутили эмоциональный резонанс. Это демонстрирует силу символической коммуникации в построении лояльности и вовлеченности фанатов, которая часто выходит за рамки коммерческой логики и находится исключительно в эмоциональной сфере.
Также эти заявления вызывают спекуляции относительно музыкального направления BTS и будущих проектов. Некоторые аналитики индустрии K-pop интерпретируют, что термин «более отдаленная фаза» может означать изменение визуальной концепции, музыкального жанра или более инновационную форму исполнения. В нескольких предыдущих интервью Чонгук и Ви проявляли интерес к исследованию различных жанров музыки, от джаза до EDM и хип-хоп экспериментов. Это последнее заявление может быть знаком того, что их идеи во время военного перерыва созрели, и они хотят вывести BTS на новый и отличный от прежнего уровень творчества. Я заканчиваю сферу глобального фэндома. Эффект этого заявления очень выражен. Фанаты проводят глубокий анализ каждого движения тела и выражения лица, укрепляя связи комьюнити и строя коллективный нарратив, который, кажется, является приквелом к тому, что должно произойти. Этот феномен подчеркивает, что в сегодняшнюю диджитальную эпоху личный эмоциональный момент может быстро стать глобальным феноменом, вызывая невероятное количество анализа, спекуляций и предвкушения. И не менее интересно, как этот момент повлиял на психологию самого Чонгука. Эксперты по психологии фэндома подчеркивают, что эмоциональные признания от близких коллег, особенно те, которые были произнесены в частной обстановке, но просечлись в публичное пространство, могут повысить мотивацию, уверенность в себе и ментальную готовность. Другими словами, Ви не только предоставил публичное сообщение, но и личную поддержку, которая подтвердила позицию Чонгука в группе и построила готовность к творческим вызовам, которые ожидают. Поскольку спекуляции и предвкушения продолжают расти, возникает фундаментальный вопрос. Войдет ли BTS действительно в революционную новую эру, или это просто символизм, показывающий личную и эмоциональную близость между участниками без серьезных изменений в их музыкальном пути? Ответ на этот вопрос все еще зависит от конкретных действий BTS в ближайшие месяцы. Но ясно одно – заявление Ви создало импульс, который нельзя игнорировать. Сочетание эмоциональных, социальных и культурных аспектов, которые сохраняют BTS актуальным и феноменальным в более широкой перспективе. Это эмоциональное заявление показывает эволюцию того, как кей-поп-айдолы коммуницируют с фанатами. Больше не только через музыку или концерты. Символическая, жестовая и эмоциональная коммуникация теперь важная часть стратегии вовлечения. BTS показали, что они способны использовать личные моменты в глобальный импульс, строя нарративы, которые вызывают лояльность, спекуляции и невероятное предвкушение. Со всеми этими слоями армия и мир ждут следующего шага с надеждой и любопытством. Момент между Ви и Чонгуком на воссоединении несколько дней назад был не просто заголовком новостей, но электризирующим сигналом, вызовом и обещанием. BTS, похоже, не только возвращается на сцену, но и вступает в фазу, которая более эмоциональна, креативна и смела, чем когда-либо прежде.